Привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Сан-Франциско. Я безумно люблю этот город и надеюсь, у меня получится передать вам атмосферу этого места. Ну, конечно же, я хочу вас познакомить с моим новым мотоциклом. Это Triumph Tiger 1200 Rally Pro, модель 23 года. Я обязательно сниму видео про него отдельно в YouTube. Расскажу, чем он мне нравится, что меня в нем беспокоит. Сравню со своим бывшим F850 GS. Ну а если кратко, я, конечно, без ума, насколько это крутой мотоцикл, насколько на нем легче ехать, чем на моем бывшем Гусе. А сейчас покажу, у меня у Фани тоже новая сумка, и покажу ее вам. Сумка у него теперь большая, прям на хвосте, сбоку. Мне нравится тем, что она закрывается полностью, и можно открыть вот такую вот сетку. Точно так же открывается сверху. У меня Фаня иногда ездит так, если мы едем не быстро. И точно так же открывается здесь, когда жарко. Можно вот так вот открывать. И сумка со всех сторон дышит, воздух проходит. Да, Фанечка? Подружился уже с кем-то. Сан-Франциско был основан в 1776 году, но из-за сильнейшего землетрясения в 1906 году этот город пришлось отстраивать по новой, ибо землетрясение было очень мощное, 7,9 баллов, было разрушено более 80% жилого комплекса. А на данном этапе Сан-Франциско является одним из самых дорогих городов Америки. Оно, и понятное дело, в том числе из-за IT-сферы, Силикон-Валли. Для сравнения, в Майами можно апартаменты с шикарным видом на океан, с панорамными окнами снимать и платить за месяц 3-4 тысячи долларов, а то и меньше. В Сан-Франциско с шикарным видом на бездомных, к сожалению, здесь есть эта проблема. Вы будете платить 6, 7, 8 тысяч долларов в месяц, а то и больше. Короче, за 2 часа вышло 10 долларов. Ань, ты мой зайка. Ты мой зайка, скажи, страшно, страшно. Ну и поговорим о безопасности. В Америке, к сожалению, есть огромная проблема во многих американских городах, как бездомные, наркоманы, сумасшедшие и мусор на улице. Поэтому нужно быть очень осторожным и не оставлять ничего в машине, когда вы из нее уходите, либо когда оставляете на ночь. Я знаю, что бездомным не нравится, когда их снимаешь,
У меня уже кинули камень, но расскажу далее. Поэтому в машине ничего не стоит оставлять. How you gonna ask people? How you gonna film? Man, get this shit up out of here. Я... You can't film people not ask. Why not? It's against the law, bro. Put that shit down, bro. I video. Put that shit down, bro. What the fuck? Hey, shit up out of here. Hey, look. You get broken and put that camera. Короче, сумасшедших полно. Поэтому в машине ничего никогда не оставляйте. И не снимайте бездомных. Не снимайте. Не повторяйте моих ошибок. У меня, к сожалению, было много случаев, когда у меня с мотоцикла воровали вещи. На машине я не езжу, но я видела, как многие люди жалуются на то, что выбивают стекла, даже если в машине ничего не было. И у меня было 2 случая, когда у меня украли вещи из отеля. То есть это сделала уборщица, что логично. Первый раз украли сумму менее $1000. Это не наказуемо. И разбирательств никаких нет. И вот недавно у меня украли большую сумму, которая значительно больше, чем $1000. И идет разбирательство. Естественно, я пошла в полицию. Идет суд над девочкой-уборщицей, которая, скорее всего, их украла. Там есть косвенные доказательства. Не знаю, чем это закончится, потому что, естественно, отель не несет ответственности за утерянные вещи. Еще есть такая проблема, что бездомные, сумасшедшие, неважно, специально пристают к людям, чтобы была какая-то обратка, ибо знают, что полиция работает с этим, и человек, который напал на бездомного, сумасшедшего, наркомана, неважно, он обязан будет выплатить моральную компенсацию, и многие этим пользуются и могут как-то агрессивно себя вести на улице, чтобы деньги вытащить из кармана людей. Кстати, обратила внимание, что у всех мотоциклистов, у мотиков в Сан-Франциско вот такие вот штуки, чтобы обезопасить мотоцикл, видимо, не знаю, насколько это помогает. К сожалению, солнце не светит, но думаю, понятно, какое разнообразие цветов. И мне нравится вот этот вот дом, хаки, мой любимый цвет. А вон там вот коричневый, безумно красивый. Здесь розовый. Если когда-нибудь у меня будет собственный дом, он будет такого цвета. Ну, очень красиво, конечно. Но Сан-Франциско я безумно люблю за вот эти вот домики, викторианский стиль, безумно классно, потому что Америка — это не страна для пешеходов, а мне как эстету очень хочется гулять и любоваться красотой, и вот Сан-Франциско именно это есть. Несмотря на то, что здесь холмы постоянно вверх-вниз, даже вот эта улица под наклоном, гулять очень приятно всегда, потому что у каждого домика своя душа, своя эстетика, это настолько классно. Ты мой сладкий, ты мой сладкий. Можете увидеть остров Алькатрас, это тюрьма. И, кстати, там сидел агент разведки СССР в 1950 году Мортон Сабелл. Был признан виновным в шпионаже в пользу Советского Союза и приговорен к 30 годам лишения свободы. Кстати, это очень известная тюрьма, о которой было снято несколько фильмов. Я там была несколько лет назад, и сложности приобретения билетов. Я брала билеты за месяц, и то мне повезло, кто-то, видимо, отказался. Поэтому советую посетить, очень интересно, но билеты нужно брать всегда заранее.
Сейчас я гуляю по Чайнатаун, но в Сан-Франциско также есть районы Japanese, Koreatown и Russian Hill. Даже есть там очень такой богатенький, красивый райончик. Ну и сейчас я нахожусь на самой известной улице в Сан-Франциско. Это Ломбард-стрит. Известна она тем, что это самая извилистая улица в мире. Причем здесь наклон внушительный 27% и ограничение скорости 5 миль. Это, наверное, 8 км в час ограничение. Конечно же, я не могла проехать мимо и не показать вам русское кафе. Здесь их несколько, но мое любимое это Синдерелла. Здесь, кстати, каждый раз, когда я бываю в обеденный перерыв, огромнейшая очередь выстраивается. Приходится ждать полчаса, 40 минут, потому что кафе маленькое, а желающих много, и русскоговорящих, и американцев, что очень приятно. А рядом есть русский книжный, тоже очень полезно. Вот такой вот Наполеон, безумно вкусный. Я не люблю сладкое, но попробовала и безумно понравился. Как фанты сидеть рядом. Чай, оливье и Балтика пиво. Это не для меня. И я с собой вожу в сумке еду для Фани. В кейсе. У меня еда, игрушки всякие, пакетики, вкусняшки. Короче, все всегда с собой, чтобы не только себя кормить, но и на Фане. Обязательно гречка я всегда покупаю, что без гречки жить не могу. И вот цена. Цена без учета налога. Цена на семечки. Ну, русская водка есть и в обычных магазинах, так что это не удивляет. И цена на масло $8. Алкоголь дешевле. Разные конфетки. Короче, это такой русско-армянский магазин, а напротив украинский. Европа Плюс называется. Сан-Франциско построен на холмах, поэтому здесь очень удобно использовать hill control, когда на подъеме стоишь, чтобы не держать ничего, просто зажимаешь 2 раза ручку тормоза и срабатывает, зажимается задний тормоз, и все, очень удобно. Когда нужно стартануть, просто ручку газа открываешь и едешь. Ну а еще в Сан-Франциско везде платные паркинги для мотоциклистов, они специальные паркинги, то есть вот здесь место, сейчас мы заехали, и вот там вот можно оплатить, в среднем выходит $2-3. О, какая салатница.
Да, Сан-Франциско построен на холмах, и это добавляет особой атмосферы. Вот просто посмотрите. С одной стороны даунтаун, центр города, а с другой стороны океан. Класс. И здесь везде резкие спуски, подъемы. И к тому же очень много стоп-линий, практически на каждом перекрестке стоп-линии. Нужно остановиться, посмотреть, все ли хорошо, удостовериться, что нет помех, и следовать дальше. Конечно, когда это резкие горки, это тяжеловато, поэтому Сан-Франциско город не для мотоциклистов. Тимое солнышко. Но сейчас я нахожусь около главной православной церкви в Сан-Франциско, Святому Николаю. Собака нельзя. Сейчас Фаню оставлю и схожу внутрь. А сейчас я нахожусь около самого известного и самого большого висящего моста в мире. Это Golden Gate, Золотые ворота. Этот мост был открыт в 1937 году, и с тех пор, согласно официальной статистике, 1700 человек покончили там жизнь самоубийством. Только в 2018 году на мосту зарегистрировали 187 попыток суицида, по одной каждые 2 дня. Но из-за постоянных попыток самоубийства в 2014 году на мосту натянули специальные сетки, и постоянно волонтерят, люди следят, чтобы никто не прыгал. Все-таки человеческие жизни — это очень важно. Видите, около моста висят фотографии, цветы погибшим.
вершину холма, чтобы показать вам орлов на Сан-Франциско, но мне ничего не вышло, потому что жуткий туман, сильнейший ветер. Я даже держу мотоцикл, чтобы не свалился, потому что очень страшно. Вот это вот все, это Сан-Франциско, город. Ну, это типичная погода для Сан-Франциско, особенно в конце лета. И я думаю, что идеальное время для посещения этого города май. Плюс 20, 25, солнышко. А в другое время вот эта вот погода очень даже типичная. А зимой здесь дожди. Снега нет, но дожди. Такой сильный туман, даже машины, которые близко, плохо видно.